Мой первый выезд за границу, 2013 год, Испания, Португалия, аэропорт Борисполь, первый раз полет на самолете, съемка влогов, которые никогда не будут загружены на YouTube. Ребят, привет! Задолго до безвиза, получения шенгенской визы с подачей кучи документов, первая пересадка в аэропорту европейском. Мой первый соло-трип. Знакомство с Мадридом и поверхностное изучение фактов про Испанию, про которую я ранее ничего не знал. Пальмы, 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 в шоке от количества пальм на квадратный метр. И инфраструктура этой страны. Пандусы для людей с ограниченными возможностями. Велодорожки. Автобусы, которые на остановке наклоняются в сторону пассажира, дабы им было комфортнее на пару сантиметров ходить в транспорт. Метро Мадрида. Не могу сказать, что не видел раньше метро. В Киеве, например, которое славится самой глубокой станцией в мире. Но метро Мадрида ни в какое сравнение с киевским не встает. Европейские стандарты, более десятка линий, красивые вагоны. Лето в Испании, 40-градусная жара, тоже новые ощущения. Первый раз в бассейне. Испанские летние вечерние фестивали. Первый раз увидел, как может выглядеть хороший школьный спортзал, прям как в американских фильмах, которые когда-то смотрел. Мне повезло в эти 2 недели, которые я был в путешествии, поездить по стране. Правильнее сказать, что ездил я в качестве пассажира, и меня катали на авто, показывая разную Испанию. Gracias, Хуселина. Дорога Испании. Автомобильные дороги, качество которых я ранее не видел. Идеальные автобаны с супер качественно уложенным асфальтом. По-испански дороги эти, кстати, именуются автовиас и автопистас. Еще из необычного, что запомнил, это светофоры в Испании, которые дублируются маленьким светодиодом, дабы водителям было удобнее видеть, какой сейчас горит свет, чтобы не напрягали мышцы шеи и не крутили головой. Такая мелочь, а мне так запомнилось, и это так необычно. Привет, ребят! Сегодня какое там 20-21 число. Иду с магазина. В эту неделю у нас была запланирована поездка в Лиссабон на авто через пол Испании. Запланировано или было это спонтанным решением, я уже не помню, но то, что запомнил точно, так это приключение и саму поездку в столицу Португалии. Ей-богу, Сан-Франциско. Остановки в дороге, мой первый раз попробовав испанские бокадильос con tomate, испанские замки, которые встречаются за каждым углом, которым сотни лет, и они стоят до сих пор, впечатляют своей историей, и в воздухе так и витает дух когда-то испанской колонизаторской империи. Сережа и его испанский сомбреро, традиционная испанская соломенная шляпа, в которой я ходил неделю. Она таки классно справилась со своими прямыми функциональными обязанностями защищать меня от солнца. Ну а еще это некий испанский вайб, который мне очень нравилось впитывать. Давайте, ребята, до включений. Лиссабон. Такие Португалия отличается от Испании и по менталитету жителей, и по экономическому развитию. Заметно это было и по ценам в магазинах, и в ресторанах, так и по качеству дорожного покрытия.
Знаменитый мост в Лиссабоне 25 апреля. Да-да, у него такое название. До 70-х годов носил другое название – мост Салазара, когда был при власти португальский диктатор. Но после революции гвоздик, военного переворота и свержения власти мост сменил свое название в честь даты 25 апреля. Горный Лиссабон. Красивые трамвайчики. Море. Я никогда не был в Сан-Франциско, но понял, откуда американский город взял свой вайб. Это же чисто европейский Лиссабон. Даже и мосты безумно похожи. Милые улочки Лиссабона, вечерние, лазер-шоу, которые, опять же, впервые в жизни я увидел здесь, проекции на здание и остался под впечатлением вау. Пару дней мы провели там и назад в Испанию. Мадрид, величественный Паласио Реаль. Вот, ребята, Паласио де Реаль. Королевский дворец в Мадриде является официальной резиденцией королей Испании. Плаза Соль в центре Мадрида. Сережа, который снимает это все на Nexus 4. Панорамные 360 снимки, которые были модны тогда, задолго до появления Insta360. Плаза Майор, центр Мадрида, дословно переводится, кстати, как «главная площадь». Одна из самых центральных площадей испанской столицы. Часто эту часть называют австрийским Мадридом. Это пуп Испании, как сказал когда-то Лопе де Вега. Площадь в стиле мадридского барокко, один из немногих памятников эпохи Габсбургов. Пуэрто де Алкалá, Сибелис, парк Ретиро. Музей Прадо. Дворец Эль-Эскориаль, загородная резиденция королевской семьи. Такого величественного здания я в жизни не видел. Красивые зеленые сады на его территории. Все эти достопримечательности Мадрида, и я с открытым ртом удивляюсь этому всему под палящим солнцем. Конечно, студент Одесского политеха, из общаги прямиком в Испанию. Хоть и на 2 недели, но все же звучит очень футуристично и было словно сон. Даже успел сфотографироваться с Дани Карвахалем, футболистом Реал Мадрида. Родина Сервантеса, автора Дон Кихота и Санчо Панса. Поездка в Толедо и прогулка по старинным улицам когда-то испанской столицы в эпоху Реконкисты. Посещение испанских маленьких деревень и сел вблизи. А еще мое первое посещение корриды и энсьеро, забегов от быков. Интересно, необычно, экстремально. Подготовка к забегу с бычками. Ой, 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 ой. Да и на этом, пожалуй, все. Кто бы мог подумать, что спустя годы, влюбившись в эту страну, мне повезет переехать сюда жить. Ну и еще больше открывать для себя безграничную Испанию, разные ее регионы и даже пустить корни в моей любимой Каталонии. Спасибо, что насмотрел сюда. Это была одна из 1000 рассказанных историй на ютубе, но она была моя. И я был рад поделиться ею с тобой. Путешествуй, ведь это того стоит.